Всем здорово, ребятос, и в данном ролике я составил для вас топ сильнейших Каги за всю историю мира Шиноби. Но скажу сразу, данный топ сделан лично по моему мнению, и оно может отличаться от вашего. Поэтому, если вы со мной не согласны, то напишите, пожалуйста, свой топ в комментариях и обоснуйте свой ответ. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли символ стихии огня в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий ролик, то в данном ролике найди Мангёкю Шаринган Бару Учиха и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. И открывает наш топ третий Цучикаги Ооноки. Благодаря своему жизненному опыту, Мадара признал его главной угрозой из 5 Каги на 4-й мировой войне Шиноби. Он был очень сильным Шиноби, ведь на своем пике он мог использовать стихии земли, ветра, огня, молнии и даже стихию инь. Объединяя стихии земли и огня, он мог использовать улучшенный геном стихию лавы. А вот объединяя стихию земли, ветра и огня, он мог использовать один из сильнейших улучшенных геномов, а именно стихию пыли. С помощью данной стихии он мог превратить все живое и неживое в пыль. Ооноки был способен уничтожить весь остров, огромный лес, а главное, он мог разрушить завершенное Сусано Мадары всего лишь одним взрывом. Ооноки всегда стремился к миру, и он постоянно защищал свою деревню от множества ненужных войн. Как и Итачи, он искал мира любой ценой и смог сформировать временный союз с Конохой в свою эпоху лидерства. Как один из старейших персонажей в аниме, он был чрезвычайно мудрым, терпеливым и очень добрым человеком. Следующим идет 5-й Казекаги Гаара. Главной его способностью является возможность манипулировать песком. Он может атаковать противника и одновременно защищаться. При этом ему даже не нужно двигаться. У него очень мощная защита из песка, который автоматически защищает Гаару от любой атаки. Песок будет реагировать несмотря на его желание и защищать даже от попытки атаковать самого себя. Эту защиту подарила ему мать Карура, которая перед своей смертью влила свою чакру в его песок. Гаара обладает огромными запасами чакры, хотя некоторые думают, что это было только тогда, когда он был Джинчурики Шукаку. Но это не так, ведь даже после извлечения Шукаку из его тела, запасы чакры Гаары практически не изменились. Огромные запасы чакры позволяют ему создавать песчаный дождь, или же огромную волну из песка. На 8-м месте расположился 2-й Мизукаги Хузуки Гингетсу. Он тот, кто владел 5 базовыми стихиями, кроме ветра, а также он владел стихией инь и янь. Гингетсу был невероятно сильным ниндзя, ведь сотни шиноби не знали, как его победить, и это при том факте, что он всем рассказал, как это сделать. С помощью своего гигантского моллюска он мог создавать гиндзюцу, которая заставляет противников видеть реалистичные миражи, отражая свет с помощью водяного пара, который испускает сам моллюск. Избавиться от миражей можно только за счет уничтожения данного моллюска. Гингетсу, безусловно, является сильнейшим Мизукаги в истории деревни Скрытого Тумана. Следующим у нас идет 3-й Хокаге Сарутоби Хирузен. Он тот, кого называли богом шиноби, и это при том, что Тобирама был все еще жив. Даже в пожилом возрасте Кабуто и Орочимару провозгласили Хирузена сильнее, чем остальные 4 Каги вместе взятых. Хирузен один из немногих, кто смог использовать сразу все 5 базовых стихий, и для этого ему даже не нужны были клоны, а в его арсенале находилось более 1000 техник. На самом деле сила 3-го Хокаги это большая загадка, ведь самый пик его силы был в молодом возрасте, который, к сожалению, почти не был показан, но я с уверенностью могу сказать, что он сильнее тех Каги, которых я перечислил ранее. На 6-м месте расположился 3-й Райкаги Эй. Он был очень быстрым и сильным, а также имел невероятную выносливость в бою, ведь на 3-й мировой войне Шиноби он вступил в бой с 10-тысячной армией ниндзя, и этот бой длился целых 3 сутки, после чего он, к сожалению, погиб.
Также третий Райкаге сражался и против восьмихвостого Гьюки, которому он отрубил все хвосты всего лишь одним пальцем. Бой был очень трудным для них обоих, и в конце они оба упали от истощения. Райкаге упал на свою руку и ранил себя, оставляя себе единственный шрам в виде молнии на груди. Эта рана стала величайшим позором всей его жизни. Третий Райкаге имел невероятный запас чакры и очень прочное тело, которое способно выдержать Расен Сюрикен Наруто, не получив практически никакого урона. А его главной атакующей техникой является адская рука, и только эта техника может пробить его защиту. Вторую половину топа открывает второй Хокаге Табирама Сэнджу. Он по факту является одним из самых умных шиноби за всю историю, и так как он из клана Сэнджу, он обладал большой выносливостью и огромными запасами чакры. Техника теневого клонирования, Хирайшин, Эдо Тенсей – все эти техники создал Табирама. Он также придумал Академию ниндзя, Анбу, полицию в Конохе, и все это заслуга именно Табирамы. Если говорить в плане развития Конохи, то он сделал самый большой вклад в ее эволюцию, чем кто-либо другой. Табирама мог использовать все 5 базовых стихий, а также инь и янь. Его можно смело назвать сильнейшим обладателем Суитона. Он также был непревзойденным сенсором, ведь прикоснувшись к земле указательным пальцем, он мог определить присутствие и расположение других шиноби в окрестности, а также он считался одним из самых быстрых шиноби своего времени. На 4-м месте у нас второй Цучикаге Му. Он был первым обладателем стихии пыли, но кроме этого он владел и стихией янь, а также он мог одновременно использовать все природные стихии. Он был непревзойденным сенсором и мог увернуться от опасных атак, которые он даже не видел. Му способен делить свое тело, чтобы избежать смертельных атак, однако каждая половина его тела получает по 50% всей его силы. Он может летать, что уже очень имбово, но кроме этого он может делать себя невидимым, полностью скрывая свою чакру и присутствие. Его практически невозможно почувствовать без чакры 6 путей или увидеть без наличия Риннегана, а его запасы чакры были на высшем уровне. Его стихия пыли была в несколько раз сильнее Ооноки, ведь он мог всего лишь одной техникой уничтожить огромную территорию. Переходим к бронзе нашего топа, на котором расположился 4-й Хокаге Минато Намикадзе. Он стал самым молодым Хокаге, заняв эту должность примерно в 21 год своей жизни. Минато был самым гениальным шиноби всех времен, а в плане скорости ему практически никто не был равен. Его ключевой техникой была Хирайшин, из-за которой ему дали прозвище «Желтая молния Конохи», и данная техника по факту стала ключевой на Третьей мировой войне шиноби. Если бы он не умер так рано, я уверен, что он входил бы в тройку сильнейших шиноби всех времен. Он мог превосходно балансировать природную энергию со своей чакрой, что позволило ему без побочных эффектов входить в режим мудреца. Также на войне он показал, что может входить в режим чакры инь Курамы, с использованием которого техника Хирайшин стала еще более эффективной. Он также был непревзойденным мастером фуиндзюцу, который знал десятки запечатывающих техник. На 2-м месте расположился истинный бог шиноби Хаширама Сэнджу. Он владел всеми природными стихиями инь и янь, а также он мог использовать Мукутон, который и сделал его сильнейшим шиноби своего времени. Будучи из клана Сэнджу, он имел просто невероятные запасы чакры, а его жизненная сила позволяла ему сражаться без перерыва несколько суток. Хаширама мог мгновенно входить в режим мудреца, который выводит все его способности на совсем другой уровень. А также он был реинкарнацией Ашуры, и это уже делает его одним из сильнейших Каге. Его регенерация была в несколько раз лучше, чем в той же Цунады, и он по факту был идеальным во всем. О силе Хаширамы я могу говорить очень долго, но я думаю, что вы и так это знаете. Поэтому переходим к 1-му месту, на котором расположился, возможно, не самый умный, но точно самый сильный Каге, и это, конечно же, Наруто Узумаки. Если говорить вкратце, то Наруто владеет невероятно огромными запасами чакры, и он самый быстрый шиноби в мире. Его жизненная сила дает ему невероятную регенерацию и выносливость. Простыми словами, он невероятно сильный. Он может использовать как обычное синдзюцу, так и синдзюцу 6 путей, которые пробуждает у него за спиной Гудоудамы. Наруто может использовать несколько режимов, но 2 самых
самых сильных это Рикуду Санинмод и режим Барион, который делает его сильнейшим персонажем после Ишики на данный момент. О силе Наруто я могу говорить, наверное, вечно, ведь она не имеет границ. На самом деле было немного трудно составить данный топ. Я хотел добавить хотя бы одного Каги из каждой деревни, чтобы был хоть какой-то баланс сил. И я думаю, что он получился более-менее адекватный. А если ты не согласен, то напиши, пожалуйста, свой топ в комментариях. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ванкайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.